Всем привет, товарищи! Сегодня у меня такой неординарный, так скажем, опыт, больше из-за разряда баловства, так как мне один раз пришлось вот так побаловаться, это было ночью, уже примерно 10 часов вечера, мне позвонили, я не мог этим людям отказать, так как, во-первых, люди хорошие, во-вторых, они хорошие знакомые, и пришлось к ним ехать. Проблема была в скважине. Ну, там я не буду подробностей, возможно, летом будет видосик про это, возможно, пока я не берусь говорить. И было это у нас февраль, число 12, на улице было порядка 12-14 градусов мороза. И мы вытащили, значит, вкратце расскажу, трубу. Я определил, что труба была лопнутая. И я взял ее и зафигачил скотчем, так как время уже, когда определили, было примерно 11:30, я взял ее, зафигачил скотчем, трещина порядка 3 сантиметров. И, пожалуйста, работает до сих пор. 3,4 атмосферы она вполне держит. И сейчас я хочу провести подобный опыт, но об этом чуть-чуть попозже. Первое, что вы видите за мной такую конструкцию, весьма и весьма интересная. Это на вертеле туземцы кого-то подсадили. Ну да ладно. Как я сделал эту конструкцию? Вкратце, просто вкратце, лавки я не испортил. Это у меня лист какой-то херни, ДСП, ну не ДСП, а фанера, лист фанеры, струбцина от сварочного аппарата, ведро с водой весом 10 килограмм, чтобы не елозило туда-сюда. В полу я эти ножки присверлил к торцам досок, дабы не попортить доски. И здесь на хомутике. И теперь мы вполне можем все опыты проводить именно на этой конструкции. Удобно, стоя, не надо полностью на карачках. Все отлично, на виду будет чик-чик-чик-чик. Здорово. Теперь суть опыта. Предположим, вас поймали туземцы. Туземцы, как всегда, они вас схватили и говорят: ну что, братан, вот тебе выбирай. Либо 2 кусочка трубы и такие материалы, изоленты, скотчи разные, но нужно выбрать один из них. И тебе нужно продержать давление в этой магистрали, которую ты сложишь, замотаешь скотчем. Тебе нужно продержать 10 атмосфер 10 секунд. В противном случае мы тебя сжираем и вешаем на этот вертел. Ну, я думаю, стоит попробовать, чтобы сразу сделать правильный выбор, какой либо скотч, либо изоленту выбрать. Давайте попробуем. Ну все, теперь заматываю. 1, 2, 3 выхода. Я их буду заделывать для того, чтобы намотать различный скотч. Такой скотч, либо изоленту. И посмотрим, кто у нас сильнее будет. Ну все, давайте теперь подведем итог. Начинаем опрессовочку. Смолярный скотч, скотч такой, другой, изолента. Оба. Давление начало подниматься, пол атмосферы. Я слышу, что-то шипит. 1 атмосфера. А, на скотче полезла.
И на этом скотче полезла. На 2 атмосфер, даже меньше, чем 2 атмосферы, они, к сожалению, сдались. Но этот скотч еще живет. Давай, до скольки дотерпишь? До 4, он, можно сказать, дотерпел. И вся надежда на изоленту. 5. Проступила водичка. 6. Все, проступила. Она даже не дошла до 10. Как итог, товарищи, вас съели.